Приветствую, мои дорогие 6 подписчиков. Сегодняшнее видео буду начинать с того, что биндок вырос черт знает сколько раз. С моего прошлого видео я его показывал в конце мая по 0.088. Без малого 8 иксов. Поздравляю тех, кто не засал и несмотря ни на что купил. Купил и додержал. Давайте теперь немножко погадаем, что вообще произошло. Конечно, все вы без меня знаете, что если биткоин растет, то, как правило, растет и все остальное. Но только не альта в этот раз почему-то, к сожалению. Зато вместо альт-сезона у нас теперь мем-сезон. Классно, да? Представьте лицо холдеров с Рокнета или Атома, когда все хайпят не Layer 2 решения, не перспективные L1, а, например, вот вам пивокоина и держите там ваши Старкнеты, Арбитрумы и прочие приколы. В общем, в конце мая вместе с биткоином, вместе с пивом, вот он рос, немножко скорректировался. Я уже говорил, что биндок это очень сильный мем. Дальше не знаю, что было первым, вот этот рост или информация о том, что он листится на Байбите, на фьючах. Но так или иначе, мы получили цену в 3 цента. Это уже что-то около 4 иксов с момента моего прошлого видео. После этого, казалось бы, листинг на Байбите уже совершился. В первые несколько часов по классике хомякам уже все продали. Казалось бы, дальше будет хорошая коррекция. То, что я понял со слов Андрюнина из интервью с ним, это то, что взрывной рост мемкоинов, как правило, связан со стопами и ликвидациями шортистов. То есть попадает этот шиток на Байбит, в первые часы его скупают, далее он идет вниз. Появляется огромное количество людей, которые видят очередной мем с собачкой, и они думают, да, сейчас мы зашортим эту вашу собачку очередную. Но похоже, что ничему жизнь не учит этих людей. После Shiba Inu, после Dog with Head, после Пепы, после множества других мемкоинов. Вот эти волки с Уолл-стрит, начинают с большими плечами шортить этот шиткоин с маленькой капитализацией на бычке, и происходит это. Когда шортист получает свою ликвидацию, по сути, то, что происходит, это шортиста заставляют совершить покупку по рыночному ордеру. Он просто скупает стакан столбиком, и происходит верная ликвидация, видимо, других шортистов. Теперь давайте перейдем в Telegram и почитаем, что пишет Андрюнин. Биндок фолловит паттерн Салама. Не знаю, что там было с Саламой, по-моему, она вроде остановилась там на 2 иксах и потом вообще сползла. 3 июня, да, у нас листинг на Байбите. Пиво продолжает уничтожать шортистов. Еще 2 миллиона ликвидаций. Объем торгов вот этим хорошим песиком достигает 100 миллионов долларов. Давайте оценим масштаб катастрофы. 4,6 миллиона ликвидаций шортов на пиве. 12,8 миллионов шортов ликвидаций на пиве. Пиво продолжает пить шортистов. Кидайте свои ликвидации в комменты, подарим красные шорты и вазелин. Только что ликвидировано еще 2 миллиона шортов на Байбите. Да, кстати, давайте посмотрим на этот новомодный инструмент с ликвидациями. Я думаю, именно из него и публиковалась информация. Вот здесь вот эта желтая полосочка, это зона ликвидности. И пока я записывал видео, вот эта желтая полосочка была съедена. Как раз в зонах высокой ликвидности обычно и находятся стопы и ликвидация. И я думаю, что кому-то как раз может понадобиться вазелин. Что же про меня, то я ничего не продал на этом пике. Первые мысли о продаже были еще на 3 центах, когда я зашел в Telegram и увидел пост о том, что нашу собачку листят на Байбите. После этого продавать его уже вообще не хотелось. Потому что, кто знает, может быть он через несколько дней окажется на Binance, или хотя бы на Кукоине, или где-нибудь еще. Сейчас я имею вот такую прекрасную коррекцию в 2 икса от пика. Благо здесь уже начался хоть какой-то отскок. Когда цена была еще где-то вот тут, я смотрел, и где-то вот тут была довольно плотная желтая линия, которая, к сожалению, не была достигнута, и далее цена пошла вниз, и со временем эта желтая линия рассосалась. Это говорит нам о том, что наиболее стойкие и опытные из шортистов все-таки смогли заработать свои $300 и зашортить биндога. Я думаю, это уже опытные волки, у которых в шкафу не одна пара красных шортов. Как я уже сказал, я
я не продал Бендога. И продавать ниже я его не хочу, потому что, чем черт не шутит, вдруг действительно будет листинг на Binance. Туда еще и не такие говна протаскивали. Посмотрим, что у них произошло в Твиттере. И здесь у нас картинка с дорогой на Binance. Только я не понял, каким образом оно сюда идет. Оно может отсюда как-то идет, начиная с Bybit. Я не понимаю, потому что на KuCoin, на OKX нету там Бендога. Но тем не менее планы есть, и это радует. По Энди аналогичная ситуация. По Энди, к сожалению, у меня позиция в несколько раз больше, чем по Бендогу. А может быть и к счастью, пока не знаю. Но тем не менее, опять же, я не вышел на хаях. Прокатился я прокатился. Тоже происходит отскок. Супер маленькая капитализация. И вот здесь в самом начале его покупали в 6 раз дороже, чем сейчас. Не знаю, кто и зачем это делал. Но у нас на носу выход Бласта, и Энди на Бласте показывает свою силу, свою мощь. Хотя какая тут мощь? Тоже он скатился. Капа чуть больше. Добавлю, что пока еще ни один из этих 3 Энди, пока еще ни одного нету на топовых биржах. Я думаю, что сейчас именно то время, когда решается, который из них попадет на Bybit, KuCoin, OKX или еще куда-то. В своем прошлом видео я говорил, я сделал ставку на Энди, который на Solana. Других Энди у меня нету. Но, возможно, я купил бы немножко Энди на Бласте, потому что некоторые считают, что это True Энди, потому что он на желтом блокчейне, но лично мне кажется, что здесь все решают бабки. Поэтому я выбрал Solana. Посмотрим, ошибся ли я или нет, потому что скоро выйдет Blast. Blast — это очередной бесполезный Layer 2. В общем, помимо мы шли к успеху, шли куда-то в сторону очень больших иксов. Но почему-то не дошли, здесь меня обломали. Хотя вот пиво, например, вообще не почувствовала. Небольшая коррекция и во флете. И даже с уклоном в рост. На альткоинах у нас просто какая-то погибель. Полька, Нир, Атом, Uniswap, Аптос. Даже Аптосу плохо. Космос, посмотрите, в какой жопе. Арбитрум тоже вон как просадили. Давайте я попробую натянуть вам сову на глобус и объяснить, что произошло. И мы видим вот такой мощный слив по золоту. Я думаю, что именно это является причиной того, что у нас не задалась бычка в последние несколько дней. Нефть тоже просела и находится возле своих донных значений. Насколько мне известно, поправьте меня в комментариях, если я не прав, я всего лишь глупый диген. Так вот, насколько мне известно, американская экономика любит дешевую нефть, но с другой стороны, Штаты и сами добывают очень много нефти, и в этом пресловутом индексе SP500 есть множество нефтяных компаний, некоторые из которых к тому же поставляют нефть в Европу. Таким образом, если падает цена нефти, то падает их выручка. Соответственно, индекс SP500 тоже падает от слишком дешевой нефти. Таким образом, мы имеем то, что у нас слив по золоту. Не знаю по каким причинам. У нас нефть возле донных значений. И просела SP500, с которым у нас коррелирует биткоин. То коррелирует, то не коррелирует. Но все-таки больше коррелирует, чем не коррелирует. То же самое с золотом. Голд — это у нас обычное золото, а биткоин у нас все больше и больше становится с каждым днем цифровым золотом. Не знаю, почему золото показало такую просадку. Возможно, это как-то связано с вот этим отчетом о довольно большом количестве новых работ, которые появились. Также у нас тут двойная вершина. Двойная вершина — это всегда страшно, поэтому давайте ее просто уберем, сделав таймфрейм в один день, и понадеемся на лучшее. Все-таки у нас здесь есть некоторое сопротивление, оно здесь держится уже весь апрель и весь май продержалось. По SP500 у нас тоже пока что все нормально, не видно каких-то особо предпосылок к тому, что оно просто возьмет сейчас и вниз вот так спрыгнет. Альткоины сейчас и так на днище. Нефть у донных значений, поэтому я надеюсь, что дальше только вверх. Лето, однако, исторически не самое хорошее время для роста, но я все-таки надеюсь на лучшее. Еще напоследок добавлю то, что дешевая нефть, скорее всего, приведет к тому, что вот эти доклады об инфляции могут оказаться позитивными. И пока что я не вижу каких-то особо значимых событий для того, чтобы идти продавать мои альткоины или шиткоины. Но есть монеты, по которым хорошая цена. Особенно была вот еще сегодня. ТОС по $8 был бы очень хорошим приобретением, но он стоит уже 8,5. Космос слишком муторный и слишком медленный. Арбитру мне не нравится, потому что скоро выйдет Zcash, и он обещает быть намного круче.
То же самое скажу про оптимизм. Starknet же недавно объявлял то, что они будут Layer 2 еще и для биткоина. Плюс это тоже ЗК-технология, более современная, чем Arbitrum, более хайповая. Поэтому Stark это неплохой выбор, чтобы иметь немножко в портфеле, я считаю. Еще отмечу тут Юпитер, у него громадная капитализация, но это одна из самых ведущих свапалок. Если я не ошибаюсь, на нем объемы уже недавно превосходили Uniswap. В общем, у него есть очень большие объемы, кипит работа, множество улучшений. Сильно нравится Aave, потому что она очень волатильная. Есть протокол кредитования, тем даже вполне себе пользуются. Merlin Chain, второй слой биткоина. Я к ней отношусь с некоторой опаской, потому что она еще очень новая. К тому же пустая, но у нее могут быть хорошие перспективы. Можно держать эту штуку на небольшой процент. У меня здесь есть страница на CoinMarketCap. Вы можете смотреть мой watch-лист, чем я интересуюсь. Несколько постов написал, уже 18 подписчиков. А вот на YouTube на этом вонючем и вообще нету подписок. Очень грустно, очень печально. Еще хочу отметить Entangle. Если она вернется куда-нибудь вот сюда, то это очень хорошая монета для того, чтобы держать ее. Я бы вам сейчас быстро объяснил, что это такое, но только я сам уже не помню. Я помню только то, что это что-то очень крутое. А еще у них мемкоин скоро выйдет. Борпа называется. За стейкинг NGL давали. Большая полная капитализация. Хотя на самом деле по сегодняшним меркам нет, небольшая. Они еще иногда сжигают токены. Это очень классный проект, но чтобы держать его и держать долг. Еще вчера я записывал что-то типа обзора альты, но сегодня тут опять все провалили. Поэтому хочу добавить, что Entangle приближается к хорошей цене, чтобы его купить. Он все еще дороже, чем я его покупал. В моменте у меня было по нему почти 2 икса, которые я не зафиксировал, к сожалению. Еще к тому, что я показывал вчера, я добавлю мину, она тоже идет, так сказать, в зону покупки, там, где мина тоже падает, и, возможно, по ней будет скоро хорошая цена. Но я вот просто показал, я считаю, что это очень хорошая инвестиция, а вы уже сами решайте, что для вас хорошая цена. Чия, кстати, тоже очень много блогеров показывают Чию. Но на ней уже 2 года, даже, наверное, больше упорно ничего не происходит интересного. За исключением разве что вот этого пампа, да, если это можно назвать пампом, до $55, потом она обратно. Так вот, все эти люди ждут какой-то очень хорошей манипуляции о том, что ее на NASDAQ когда-то добавят. Может быть, конечно, и такое случится, но лично я считаю, что это устаревшее говно мамонта, у которой нету интересной экосистемы, у которой ничего нету. Ждите свою манипуляцию. Я ничего не говорю, может быть, даже дождетесь. Еще вчера я говорил, что $8 по Аптосу это хорошая зона покупки. Но лично мне вот почему-то уже хочется его продать, как последнему хомяку. Хочется избавиться от моей позиции, набранной на какой-то из вот этих весенних просадок. Несмотря на то, что я не потерял еще даже 10%, ситуация по альтам очень сильно напоминает ровно то, что было год назад, когда на протяжении всего лета оно падало и пробивало все днища, какие только есть. Потом оно дало отскок обратно на $18. При этом Aptos постоянно находится в топе по количеству эмиссий, которая поступает из разлоков. У меня очень большая позиция по Aptos в процентах от моего портфеля. И уже сейчас я всерьез задумываюсь о том, чтобы выскочить из Aptos без убыток. Как последний хомяк, где-нибудь перед вот таким пампом, как всегда. Но мне совершенно не хочется допускать даже гипотетическую возможность того, что он упадет на минимумы 23 года. В 23 году есть даже вот такие минимумы, типа $3,2. А если еще что-то страшное опять случится, то, как нам показывает ситуация с Solana, дна может не быть от слова вообще. Золото, в принципе, перестало падать, совсем чуть-чуть даже отросло. Я жду завтра вот эти данные по инфляциям и буду думать. Они, возможно, вызовут какие-то движения. Просадка по биндогу пересиживается абсолютно спокойно, потому что у меня небольшая позиция. Я верю в то, что он должен стоить гораздо больше. И конкретно по этому мемкоину у меня позиция все или ничего. И в самом крайнем случае вложенное, я думаю, получится забрать. По Энди на Solana я уже сказал, я жду, что его добавят на какую-то топовую биржу. Потому что есть уже бред. И он есть как минимум на Bybit. Именно этого я и жду, что Энди попадет на Bybit.
Однако позиция уже в несколько раз больше, чем по Бендогу, потому что он очень сильно упал после моих первых покупок. И потом, хорошо подумав, я плотно усреднился. Таким образом, у меня немножко более чувствительная позиция по Энди на Солане, и здесь действовать по принципу «все или ничего» я уже не хочу. Пока что здесь все нормально, у меня почти 2 икса от моей точки входа, вернее от моей средней цены, которая получилась из нескольких точек входа. Давайте посмотрим, что было с Пепе. 16 миллионов Пепе украдено, да это же там столько нулей, я не знаю сколько это, $20 украли. Такая новость. Вот, короче, что я хочу сказать, то что Пепе выстрелила в 23-м году, в мае, потом она точно так же скатилась. Посмотрите, это было ровно год назад, все повторяется, оно вот так скатилось, потом оно поднялось, потом оно опять скатилось, и посмотрите, что произошло в начале 24-го года. Думайте. Аптос продолжает давить мне на нервы, не только мне и не только Аптос. Вчера попался видос с Crypto Family, по-моему, у слез Сатоши на канале. Видос начался с того, что там мужик начал жаловаться, что манипуляторы манипулируют, а что спота вымораживают, чтобы все выходили. Все продавали все свои монеты, все свои Аптосы, Сьюи, Чии, Ниры, Полигоны, наверное, еще лайткоины, биткоины, эфириумы. Честно говоря, это уже смешно просто. Золото обвалилось, нефть подешевела, это абсолютно глобальная ситуация. Соответственно, маркетмейкеры тоже моментально потащили цену вниз, потому что на альткоинах в последнее время почему-то нету покупателей, все плохо. Они даже особо уже не коррелируют с биткоином. Биткоин в рост, они тоже немножко вырастут, биткоин упадет, они гораздо сильнее упадут. Может быть, где-то в недрах BlackRock, конечно. Может быть, где-то там, на золоте, гигантский мощнейший манипулятор решил взять и сбрить огромное количество лонгистов. Я фантазирую, конечно, у которых там огромные плечи, и вот их всех... Вот этот злобный мужик с телефоном, короче, их всех опрокинул. Произошел обвал. Да, в такое я, наверное, охотно поверю. Быстренько пробежимся по другим мемкоинам. По Соламе ничего интересного. Аналаз просел, очень хорошо просел. Покупать, не покупать его. Я сам не знаю, ничего не могу сказать. Потому что выглядит он очень мертво. Я лично не купил и не хочу пока. Обама Соник. Это один из самых, на мой взгляд, смешных, трэшовых и веселых мемов на рынке. Он подпрыгнул до 0.2, упал до 12 центов. Вот тут еще гора была тоже, вот тут. Он постоянно подпрыгивает, как мы видим, обратно, наверх. Кстати, бирж не вижу тут в списке хороших. Мне кажется, можно купить, и, возможно, в течение месяца он подпрыгнет опять куда-нибудь на 0.2. Но это, конечно, мало будет прибыли, потому что много денег в мемкоины класть не нужно. Не надо этого делать, поверьте. Но сможет ли он сделать несколько иксов, я не знаю, потому что капа довольно большая. Я думаю, это возможно, но только если его куда-то залистят на тот же Bybit пресловутый. В общем, по мемкоинам позиция такая, что мое прошлое видео, наверное, отчасти все еще актуально, потому что цена большинства мемкоинов с тех пор подпрыгнула. Сейчас она падает, а дальше сами думаете, покупать или не покупать. Ничего особо интересного с тех пор я не нашел. Разве что скажу, что я очень недооценил пивокоин. Возможно, следующий будет, кстати, водка или виски. Все-таки покажу вот такой прикол, Date Stop. Он показался мне довольно смешным. Красивый, приятный сайт. Написано, что LP сожжены. Проверять я это, конечно, не буду. Верить на слово тоже не советую. Кому не лень, сами проверяйте, но... Вот его на какую-то биржу добавили, Bitmart. У меня иногда проскакивает мысль, я о нем время от времени вспоминаю. Но купить пока не решился. Ну и напоминаю, что я ничего не проверяю, поэтому сами проверяйте, а то попадетесь на какой-нибудь глупый скам. Гусь еще какой-то был. Я не помню, как он называется. Хунг. Маленькая капа. Вроде как, судя по графику, возможно, есть маркетмейкер. Потому что тут дефолтный график, вот его кто-то пропампил. Собрал с хомяков деньги. Так это вообще в марте было. Наверное, опять там Godbit сидит. Можете погуглить, узнать. Я и сам, наверное, это сделаю.
Да, вот на сайте у них написано, что они с Godbit сотрудничают. И, в принципе, глядя на график, я им вполне верю. Не помню, вроде был какой-то мемас с гусем, вроде бы довольно популярный, но мне это все не внушает особого доверия. И то, что они сотрудничают с Godbit, это еще не значит, что дальше будет. На ютубе мне попадалось видео с разбором, как-то оно слежка за Godbit называлось, как-то так, что ли. И вот там паренек посчитал, сколько у них проектов стреляет и сколько не стреляет. Получилось, что 30% стреляет, 70% не стреляет. А если уже, когда понятно станет, что оно не полетит, то Godbit тоже нужно будет об кого-то выходить. В конце прошлого видео я показывал вам пресейл клоуна. Давайте посмотрим, что у них произошло за это время. Да все, цирк уехал, клоуны остались. Хотим вам сказать огромное спасибо за донаты. Надеемся, что вы не будете нас искать, а отнесетесь ко всему с пониманием. И скидывают уже другой адрес для донатов. И даже троновский кошелек для USDT. В принципе, это абсолютно нормально. Здесь клоун. Клоуны должны веселить людей, делать всякие клоунские вещи. Теперь они наконец-то пишут то, что они закрывают пресейл и готовятся к листингу. Я видел пост о том, что пресейл заканчивается завтра еще в конце мая. То есть, по сути, они обманули. И обман довольно неприятный, потому что тогда у них на кошельке была тонна на $500 000, сейчас у них на кошельке тонна чуть ли не на 1,5. И в какой-то момент я даже перестал жалеть, что я скинул им всего лишь чуть больше 20 тоннов, потому что они насобирали уже столько денег, что если тут будет сумма еще больше, то тогда уже будет смысл забрать больше $1,5 миллиона и не проводить листинг, потому что зачем проводить листинг, если есть, например, 1,5 или больше $1 миллиона и уже сейчас, и зачем рисковать, выпускать какую-то монету, если не задастся бычка, то можно вообще потерять деньги. А там еще надо пул ликвидности пополнять, оплачивать работу компании-маркетмейкера, естественно, платить биржам за листинги. В принципе, они очень успешно справляются с тем, чтобы разводить хайп. Еще буквально 2 недели назад здесь было 35 тысяч. Вот они продолжают мотать нервы хомякам. Многие просят поделиться схемой обмана казино. Еще у них классный художник, рисует неплохие арты. Мне нравится. Я рад, что мои деньги попали в хорошие руки. Нас разрывают все топовые маркетмейкеры. На картинке Андрюнин из Godbit, я так понимаю, с Грачевым из ДВФ перетягивают клоуна. Конечно, я бы не стал доверять информации в этом прекрасном телеграм-канале, но здесь у них собрана большая аудитория. Будет смешно, если это все-таки окажется скамом, и они нагреют еще и кого-нибудь из вот этих двоих, а то еще и обоих. Господа, подписывайтесь на канал, лайки ставьте. Где-то тут еще колокольчик должен быть, на него тоже можно нажать. Тогда у меня будет стимул быстрее все монтировать, снимать и выпускать вовремя. Рассказывать больше всего интересного. И там внизу, нет, не в описании. В описании YouTube мне не разрешает ссылки пока что ставить. В закрепленном комментарии я напишу ссылки на майнинг хоткоина, на реферальные ссылки на бирже. Возможно, я когда-то все-таки сделаю еще Discord и Telegram. Я об этом говорил в прошлом видео. Тоже потом ссылка будет, если я это сделаю. Пишите комментарии, плохие, хорошие. Пишите то, что я дурак, ничего не понимаю в экономике, в альткоинах, мемкоинах. Я не обижусь, я с удовольствием с вами поспорю, посрусь в комментариях. Все, спасибо за просмотр, всего там хорошего. Всем 1000 иксов, все, пока. Isolde. Vampire.